Обратная сторона славы – почему в Китае так часто уходят молодые актеры. Представьте, вы смотрите очередную китайскую дораму. Идеальные актеры, роскошные костюмы, страстные взгляды. Сердце замирает от красоты. А теперь представьте, что через несколько месяцев или лет вы узнаете, этого актера больше нет. Ему было всего 30 с небольшим. Официальная причина – внезапная остановка сердца. За последние годы таких историй накопилось слишком много. Юй Мэн Лунь, Цзин Цзэ и многие другие. Фанаты в комментариях кричат: «Это не случайность». Сегодня мы разберемся, что на самом деле происходит за кулисами китайской индустрии развлечений. Это не конспирология, это системные проблемы, рабские контракты, работа на износ, давление элит и токсичный фандом. Почему молодые, здоровые люди массово уходят именно от сердечных приступов? И можем ли мы, зрители, что-то изменить? Если тема зацепила, ставьте лайк прямо сейчас и пишите в комментариях, верите ли вы, что петиции вроде тех, что запускают на АваВАЗ, реально повлияют на закрытую систему Китая. Поехали! Хроника недавних трагедий. Давайте начнем с фактов. В 2025-2026 годах снова заговорили о проклятии молодых китайских звезд. Юй Мэн Лунь, 37 лет, известен по ролям в «Вечной любви» и других хитах. Его нашли под окном многоэтажки в Пекине после вечеринки с друзьями. Официально – падение. Но фанаты заметили странности. Rolex в карманах, следы взлома сетки на окне. Появились старые стримы, где он якобы подавал сигналы о помощи. Многие не верят в несчастный случай. Спустя время Цзин Цзэ Гарви Джин, настоящее имя Джан Дьявай, 33 года, умер в своем доме в Ханчжоу. Причина официально не раскрыта. Опять молодой успешный актер-модель. Это не единичные случаи. Вспомним Годфри Гао в 2019 году. Сердечный приступ прямо на съемках, в возрасте 35 лет во время съемок шоу «Chase Me». Он внезапно потерял сознание во время бега в 4 часа утра, и врачи констатировали внезапную остановку сердца. Еще один свежий пример – Лян Ючен, 27 лет, подающий надежды молодой актер, который ушел внезапно. По некоторым данным, из-за осложнений после болезни, но на фоне плотного графика. Фанаты связывают это с общим переутомлением в индустрии. Вспомним и другие случаи. Актеры из одного агентства, такие как Цао Жэньлян и несколько коллег, ушедшие в разное время при похожих обстоятельствах. Падение, внезапные остановки сердца, случаи, которые фанаты и СМИ обсуждают годами. Десятки других молодых актеров ушли внезапно. Фанаты ведут свои списки. Топ-10 китайских актеров, умерших слишком рано. Официальные причины почти всегда одни и те же – остановка сердца, переутомление, болезнь. Почему именно в 30 плюс лет? В этом возрасте пик карьеры, огромные контракты, но и максимальное давление. Организм, который годами работал на пределе, просто не выдерживает. Аудитория в комментариях пишет – это прикрытие, за этим стоят долги, шантаж или отказ от правил игры. Мы не утверждаем конспирологию, но статистика заставляет задуматься. Контракты на выживание и работа на износ. Переходим к главному – условиям труда. Китайская индустрия дорам работает по модели, которую сами актеры и фанаты называют рабскими контрактами. Съемочный день 15-20 часов, перерывы минимальные. Актеры снимают экшн-сцены с травмами, продолжают работу с высокой температурой. Это напоминает знаменитую 996 с 9 до 9, 6 дней в неделю, но в шоу-бизнесе часто превращается в круглосуточный режим. Примеры. Джан Лин Хэ. Фанаты бьют тревогу по поводу его истощенного вида. Он падал в обморок на съемках из-за низкого сахара в крови, но продолжал сниматься. Ноги болели, но график никто не отменял. Ло Юнь Си. Похожая история. Заметная худоба и усталость, которую видно даже в промо-материалах. Контракты жесткие. Огромные неустойки за досрочный разрыв, миллионы юаней, полный контроль над личной жизнью, расписанием, даже внешностью. Один из известных случаев с Юй Мэн Лунем – рабский контракт на огромную сумму, где агентство имело почти полный контроль. Агентство штрафует за отказ от работы, за плохое поведение. Актер не человек, а товар, который должен приносить прибыль 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Фанаты пишут, они улыбаются на красной дорожке, а потом падают без сил в гримерке. Это цена, которую мы не видим, когда binge-watch сериал за ночь. Давление элит и отсутствие защиты. Но контракты – только верхушка айсберга, за ними стоит вся система. Агентства тесно связаны с влиятельными людьми, спонсорами, продюсерами, элитой. Отказаться от покровительства значит рисковать карьерой, а иногда и безопасностью. В комментариях часто звучит мысль, если актер не подчиняется, его ломают. Черные списки, слухи, давление на семью.
В Китае практически нет сильных профсоюзов, как в Голливуде. Государство активно регулирует индустрию, в том числе борется с токсичным фандомом, но реальной защиты прав актеров почти нет. Переутомление – норма, а жалобы – табу. Это золотая клетка. Слава и деньги есть, а свободы нет. Роль токсичных фанатов. А теперь то, что часто добивает окончательно. Токсичный фандом. В Китае, да и в других странах, сосены следят за каждым шагом. Вес, отношения, недостаточно старается. Хейт компании, травля, отмена. Актер, который уже на грани выгорания от съемок, получает тонны негатива в Weibo. Правительство даже проводило специальные кампании против токсичного фандомизма, ограничивали фан-клубы, боролись с рэнкинг-войнами. Но проблема остается. Постоянный контроль и давление разрушают психику. Представьте, вы 20 часов на площадке, а дома тысячи сообщений «ты разочаровал нас». Это настоящий капкан. Заключение. Итак, что мы имеем в итоге? Системная проблема. Чудовищные перегрузки плюс давление элит, плюс отсутствие правовой защиты, плюс постоянный общественный контроль. Все это вместе создает условия, в которых даже молодые и здоровые люди не выдерживают. Может ли что-то измениться? Фанаты запускают петиции, пытаются привлекать внимание, но в закрытой системе Китая это крайне сложно. Однако общественное мнение уже начинает влиять. Агентства иногда идут на уступки под давлением общественности. Что важнее для нас, зрителей? Новая серия любимой дорамы любой ценой или здоровье и жизнь актеров, которые ее создают? Пишите в комментариях свое мнение. Поддерживаете ли вы петиции? Замечали ли признаки истощения у своих любимых актеров? Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь. Чем больше мы говорим об этом, тем сложнее будет игнорировать проблему. Берегите себя и тех, кого любите смотреть. До новых встреч!